Сегодняшнее интервью с Анатолием Эдуардовичем Юницким неожиданное. На мой взгляд, оно открывает новый, качественно новый этап в развитии нашей компании. А также мы берем его в помещении, в котором никогда не бывали прежде. Так ли это все, Анатолий Эдуардович? Да, это так. Мы находимся в помещении, где работает одно из конструкторских бюро, которое как раз проектирует эстакадную часть СКВ и путевую структуру. И сейчас мы уже в последующих вариантах исполнения эстакад в экотехнопарке и в адресных проектах мы некоторые из них уже будем делать при использовании для струны не стали, а других высокопрочных материалов. Именно это я и имел в виду, говоря о качественно новом этапе развития. То есть значит ли это, что когда мы используем, скажем так, традиционные материалы, ту же сталь, то расстояние между анкерными опорами 3 километра, когда мы переходим на современные, типа тех, которые начали испытывать сейчас, то уже 5 километров это не проблема. Ну, анкерные опоры здесь ни при чем. Нарисую схему работы, допустим, провисающей путевой структуры. Представьте, вот гора, там ущелье, вот гора, да? Мы ставим опоры, это не обязательно анкерная, это может быть и промежуточная опора. И седлом, естественно, и есть путевая структура, которая натянута и пошла дальше. Это так называемая провисающая путевая структура. Провис под собственным весом при больших пролетах может быть очень большим. А формула на самом деле очень простая, определение провиса. Q L квадрат на 8. Q – это вес погонного метра путевой структуры. L – длина пролета. 8T – T – натяжение при данной температуре. И видно, что L в квадрате, поэтому если мы пролет увеличим в 2 раза, то провис увеличится в 4 раза. Если в 3, в 9 раз, да? А если в 5, то в 25 раз. Если использовать, допустим, стальные конструкции, то провис может достигать сотен метров, ну, если струну стальную, да? И здесь еще есть натяжение. Чем больше натяжения, тем меньше провис. Ну, здесь, правда, линейная зависимость. Но у стали расчетное напряжение, то, что заложено в мостах, и нормативы позволяют, это порядок 10 тысяч килограмм на квадратный сантиметр. Это порядок. Там вот меньше, больше. И для того, чтобы у стали был где-то полутора-двойной запас по прочности. Если взять высокопрочные материалы, их много, и кевлары, улитпластики, там, наноматериалы и так далее, то там рабочими могут быть напряжение порядка 50 тысяч килограмм на квадратный сантиметр. При этом важна характеристика цена-качество, поэтому, естественно, материалы не должны быть очень дорогими, иначе мы построим безумно дорогую дорогу. Поэтому здесь выбираются не только прочностные характеристики, но еще стоимостная, финансовая часть, она тоже очень важна. И что еще важно, здесь же есть вот вес погонного метра, а у стали, стали 9,70, это 8,75 грамма на сантиметр кубический, или 8,75 тонны на кубический метр. А высокопрочных материалов, композитов, объемный вес, где-то в 3-4 раза меньше. Значит, мы можем увеличить натяжение и уменьшить вес. И таким образом мы можем уменьшить прогибы, провисы на порядок. И там, где, если мы сталь используем в качестве струны, были бы сотни метров провисы, здесь будут десятки метров. И это позволяет проходить пролеты до 5 километров, а в отдельных случаях и до 7 километров. То есть можно идти, допустим, в горах по вершинам гор. И даже там высокие горы преодолевать, шагая
по вершинам. Вот. Прекрасные новости, сенсационные даже, я бы сказал. Может быть, помимо теоретических объяснений, мы можем что-то увидеть в реальности. Вот я вижу Ну, здесь. вот, да, результаты испытаний. Мы испытывали не только вот сам материал, видите, здесь он порван был, это крепление. Причем не то, что будет стоять у нас в путевой структуре, это при испытании. Да? И в том числе варианты крепления, клеевые, механический зажим, то есть мы это тоже испытывали. Видите, здесь порвалась лента, а здесь она вытянулась, и здесь ее она вытянулась. Понимаете, потому что здесь крепление другое. И это не значит, что они такие будут крепления, то есть мы не все показываем, и не всегда те материалы показываем. Мы показываем обычно то, что хуже, чтобы то, что лучше, не знали, это ноу-хау. В том числе наши конкуренты этого не знали. Да? Поэтому, естественно, мы не обо всем говорим и не все рассказываем. Но какие-то вещи вот общего плана можно говорить. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Желаю вам успеха на новом этапе развития компании. Ну, вам это значит нам всем. Призываю всех подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлениями новостей на официальном сайте нашей компании и вообще поддерживайте наш проект. И вы, и мы вместе с вами никогда не умрем от голода. Строй Skyway! Спасая планету.